АвтоВАЗ заявил о снижении продаж на 33%. Народ объединился и не покупает машины. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наш телеграм-канал. По итогам прошлого месяца Лада показала прирост, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Было реализовано 28 699 легковых и легких коммерческих автомобилей этой марки, что на 7,4% больше, чем месяцем ранее. Однако, если сравнивать с прошлым годом, продажи снизились на 33%. В целом, российский авторынок просел еще сильнее. Падение составило 44,4%, что подтверждает прогнозы о непростом годе. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов охарактеризовал ситуацию как драматическую, подчеркнув, что падение спроса было ожидаемым. На ситуацию повлияло сразу несколько факторов: высокая ключевая ставка, ужесточение условий выдачи автокредитов, ограничивание возможностей заемщиков, а также серьезное давление со стороны автомобилей иностранных брендов, завезенных в прошлом году. Многие из них скопились на складах и сейчас продают по заниженным ценам, что приводит к демпингу на рынке. К этим причинам добавляются и другие неблагоприятные обстоятельства, из-за которых автомобильный рынок в России в этом году демонстрирует спад. Несмотря на непростые условия, лидерство по продажам среди моделей Lada продолжает удерживать Гранта. В прошлом месяце ее выбрали 11 767 покупателей, что на 22,5% больше, чем месяцем ранее. По итогам квартала модель разошлась тиражом 29 705 экземпляров. Не отстает и семейство Весты, которое за прошлый месяц приобрели 7111 человек. Всего за 3 месяца было реализовано 21 906 автомобилей этой линейки. Lada Largus также сохранила спрос. Пассажирские версии в прошлом месяце разошлись в количестве 1947 штук, а фургоны в количестве 918. Суммарный объем продаж Largus за квартал составил 7136 машин. Внедорожники марки тоже демонстрируют стабильные результаты. Классическая Niva Legend нашла 2955 покупателей, что на 12,7% больше, чем месяцем ранее. А за 3 месяца объем продаж достиг 7451 экземпляра. Niva Travel, напротив, показала особенно заметный рост. В прошлом месяце было продано 3397 таких машин, что на 34% превышает показатель месяца ранее. Всего за первый квартал реализовано 8423 автомобиля этой модели. Коммерческий сегмент бренда также показывает позитивную динамику. Легкие коммерческие автомобили Lada разошлись в количестве 1470 штук, что на 12,7% больше, чем месяцем ранее. По итогам квартала общий объем продаж автомобилей марки составил 76 217 единиц, что свидетельствует о том, что несмотря на общий спад рынка, Lada продолжает укреплять свои позиции. Даже на фоне сокращения российского авторынка на 24,8%, марка демонстрирует менее резкое снижение 16,8%. Это позволяет ей второй месяц подряд увеличивать рыночную долю, которая теперь составляет 28,7%. В таких условиях позитивная динамика Lady выглядит особенно показательным результатом, подтверждая, что у покупателей просто выхода нет, и это не приверженность покупателей отечественному автопрому, как заявляют в СМИ. АвтоВАЗ, ведь можно попробовать нормально снизить цены на продукцию. Обычно так увеличивают продажи. А пока только и слышно даже через экран монитора стенание Соколова о повышении утиля. Последние годы наглядно продемонстрировали уязвимость российского автопрома. Проблемы затронули не только поставки комплектующих, но и используемое оборудование, что оказалось не менее критичным фактором. Обычно вопрос станков и производственных линий остается в тени более очевидных сложностей, таких как нехватка краски или отсутствие блока ABS. Однако без прочного фундамента все эти проблемы отходят на второй план. Одновременно вскрылось и несовершенство системы оценки российскости автомобилей. Гонка за повышением локализации привела к тому, что некоторые поставщики, просто перекладывая импортные детали в упаковку отечественного производства, выдавали их за полностью российские. Этот обман всплыл на поверхность первыми серьезными кризисами, от падения авторынка до санкционных ограничений. Даже
Даже сейчас АвтоВАЗ утверждает, что локализация ЛАД свыше 90%. Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда на российском рынке появилось множество новых поставщиков. Активировался импорт из дружественных стран, китайские автомобили заполонили склады, а цены выросли до предела. При этом, несмотря на определенные успехи в области инжиниринга, технологии западных партнеров продолжают играть значительную роль, что заметно на примере грядущего выпуска Лады Искры и других перспективных проектов АвтоВАЗа. Высокая локализация продукции вовсе не означает полной независимости. Большая часть автомобильного производства опирается на иностранные сварочные линии, прессовое оборудование, системы окраски и металлообработки. Без изменения этого фундамента зависимость сохраняется. Однако путь к промышленному суверенитету не должен превращаться в изоляцию. СССР вовсе не был оторван от мировых технологий, а потому сегодня важно не просто использовать зарубежные наработки, но и создавать у себя производство ключевого оборудования, минимизируя риски его отключения или дефицита запасных частей. Это видео повод для размышления, призыв рассматривать сложные вопросы, обладая не только теоретическими знаниями, но и практическим опытом. Как говорил Сократ, любую информацию стоит пропускать через 3 сита – правда, польза и доброта. С этой точки зрения попробуем разобраться, на чем сегодня производятся российские автомобили Лада и УАЗ. Несмотря на разницу в масштабах, оба предприятия работают по полному производственному циклу, включая штамповку, сварку, окраску и сборку, а также имеют собственное металлургическое производство. АвтоВАЗ в свое время получил сильную технологическую поддержку благодаря сотрудничеству с альянсом Renault-Nissan, а УАЗ, столкнувшись с вызовами времени, начал выпускать перелицованные китайские автомобили, что позволило удержать завод на плаву. В металлургическом производстве, несмотря на использование отечественного оборудования, значительная роль принадлежит западным технологиям. Еще в 70-х годах на АвтоВАЗе появилась электродуговая плавильная печь шведско-швейцарской транснациональной корпорации АББ. Она работает и по сей день. В 2004 году в Тольятти установили еще одну печь той же компании. В производстве чугуна применяются оборудование фирм Георгий Фишер, Гисаматик, Пуматик. В алюминиевом литье задействованы машины фирм Кибова и Талпресса. Аналогичная ситуация на УАЗе, где одно из последних обновлений плавильного оборудования также было связано с АББ. Штамповка тоже опирается на иностранные технологии. Еще в советские годы на АвтоВАЗе установили немецкие прессы Schuler и японский пресс Aida Iron Works, получивший заводское прозвище Самурай. В 2010 году на предприятии запустили автоматизированную прессовую линию Komatsu, предназначенную для изготовления крупных кузовных панелей. Позже появилось оборудование от Erfurt, Германия, Agawa Seiki, Япония и Stauble, Швейцария. В Ижевске работает роботизированная прессовая линия Hyundai, а также модернизированные установки Clearing и Spirz. УАЗ также использует японские прессы Komatsu. Сварочные процессы во многом зависят от роботов Fanuc, Япония, и Kuka, Германия, работающих на АвтоВАЗе, Ижевском заводе и УАЗе. В 2016 году на ульяновском предприятии появилось оборудование от южнокорейских компаний Kunki Industrial и Sijin Global. Окраска кузовов также в значительной степени автоматизирована с помощью иностранных технологий. УАЗ применяет немецкие системы Eisenmann, а в окрасочных цехах АвтоВАЗа и Ижевского автозавода задействованы роботы Dürr, Германия, и Boisis, Турция. Сборка автомобилей проходит с использованием оборудования, созданного в сотрудничестве с международными партнерами. Линия B0 на АвтоВАЗе разработана совместно с Renault-Nissan. Испытательные стенды поставлены немецкой компанией Schenck, а вклейка стекол осуществляется роботами Kuka. Эти же технологии применяются и на УАЗе. Проблемы с дефицитом комплектующих автопром сумел решить. Пусть и не без трудностей, но ситуация с оборудованием остается открытым вопросом. Сегодня предприятия активно ищут замены и развивают сотрудничество с новыми партнерами. Но пока сложно сказать, насколько надежны эти альтернативы. Главное, чтобы производственные линии, используемые десятилетиями,
технологии действительно оказались столь же долговечными, они стали очередным слабым звеном в системе. Потеря доступа к некоторым компонентам уже привела к временной нехватке нормальных комплектаций и сокращению палитры цветов. Чтобы избежать подобного сценария с промышленным оборудованием, необходимо заранее закладывать прочный фундамент, развивая собственные технологии. Ставка на импортные решения в условиях нестабильности может оказаться слишком рискованной, и эту проблему стоит решать уже сегодня. Напишите в комментариях, как по вашему мнению решить проблему с автомобилестроением. Ну и обещанная мною шутка. Только в русских семьях родители, играя со своими детьми, сажают их на колени и приговаривают: по кочкам в ямку бух. Спустя много лет я сел за руль и понял, что это вовсе не игра, а подготовка к реалиям российских дорог. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в нашем телеграм-канале, ссылка в описании.